Это официально подтверждено. Человечество располагает данными о предполагаемом месте и времени будущего извержения супервулкана Йеллоустоун. И эта информация вызывает серьезную обеспокоенность среди ученых и исследователей по всему миру. Все выводы были сделаны на основе масштабных научных исследований и анализа данных, которые собирались и изучались на протяжении многих лет. Супервулканы, подобные Йеллоустоуну, являются по-настоящему уникальными природными образованиями, и их название возникло не ради эффектности или громких слов. Подобные извержения в тысячи раз превосходят по мощности обычные вулканические катастрофы, которые человечество наблюдало на протяжении своей истории. Когда подобное событие происходит, планета сталкивается с разрушительными последствиями глобального масштаба, способными навсегда изменить привычный облик нашей цивилизации. Можно представить себе мощные землетрясения, вызывающие колоссальные разрушения, за которыми последуют массивные потоки магмы, а затем гигантские облака вулканического пепла, перекрывающие солнечный свет на долгие недели или даже месяцы. Небо становится серым и мрачным, что оказывает сильнейшее влияние на климат и экосистемы на обширных территориях. Возникает острая нехватка продовольствия, поскольку полноценное сельское хозяйство становится невозможным без солнечного света. Самолеты не могут подниматься в воздух, транспортная инфраструктура оказывается парализованной, а некоторые виды животных и целые экосистемы лесов могут исчезнуть навсегда. Одна катастрофа следует за другой, словно падающие костяшки домино, разрушая привычный уклад жизни миллионов людей и животных. Все это выглядит как картина ужасающего будущего, однако подобный сценарий подается не как фантазия или апокалиптическое пророчество, а как якобы научно обоснованный вывод. Но когда же именно все это может произойти? Здесь важно не поддаваться панике. Ведь, несмотря на пугающие описания, речь не идет о событиях ближайшего будущего. Когда извергаются обычные вулканы, это всегда становится катастрофой, но ее последствия, как правило, затрагивают лишь регионы, расположенные рядом с эпицентром. Если же мысленно умножить масштабы таких разрушений на тысячи, можно получить представление о потенциальной силе извержения супервулкана, которая, безусловно, влечет за собой серьезные последствия для глобальной экологии и климата. Йеллоустоун считается одной из крупнейших вулканических систем не только на североамериканском континенте, но и во всем мире. За последние 2,1 миллиона лет он извергался 3 раза, и каждое из этих событий имело поистине колоссальные последствия. Последнее извержение произошло около 640 тысяч лет назад, и тогда вулканический пепел покрыл территорию, по размерам сопоставимую с половиной Соединенных Штатов. К счастью, в тот период люди еще не населяли эти земли, однако природные экосистемы пострадали крайне сильно, и многие виды растений и животных так и не смогли полностью восстановиться. Похоже, по масштабу событие произошло примерно 74 тысячи лет назад, когда супервулкан Тоба в Индонезии вызвал глобальные климатические изменения и разрушил множество экосистем. Существуют теории, согласно которым человечество тогда оказалось на грани вымирания, и лишь несколько тысяч человек смогли выжить в условиях так называемой вулканической зимы, хотя точные данные по этому вопросу до сих пор не подтверждены. Поскольку Йеллоустоун представляет собой огромную вулканическую систему, расположенную на территории национального парка, для ученых было жизненно важно выяснить, откуда может начаться возможное будущее извержение. Это знание необходимо для подготовки к потенциальным угрозам. Исследования показали, что магма под Йеллоустоуном не сосредоточена в одном единственном резервуаре, а распределена по нескольким отдельным подземным камерам, каждая из которых теоретически может активироваться.
Один из таких резервуаров, расположенный на северо-востоке Йеллоустоуна, рядом с живописной областью, известной как Сауэр-Крик-Дом, считается наиболее рискованным с точки зрения будущей активности. В этом районе раскаленная магма соприкасается с глубинными породами мантии, находящимися на большой глубине, а экстремально высокая температура позволяет ей сохранять жидкое состояние. Для наглядного объяснения ученые используют аналогию с кастрюлей молока на плите. Если нагрев продолжается и охлаждение не происходит, жидкость начинает подниматься и может перелиться через край. Аналогичным образом магма под Сауэр-Крик-Дом не охлаждается и в определенный момент теоретически может начать вырываться наружу, напоминая фонтан кипящей воды из поврежденной трубы. Магматические резервуары находятся на глубине около 6 миль от поверхности Земли, и вся эта область отличается экстремально высокой температурой. Для их изучения ученые применяли специальный метод, известный как магнитотеллурия. Этот метод основан на анализе взаимодействия магнитного поля Земли, создаваемого вращением ее ядра, с электропроводными материалами в недрах планеты. Магма, содержащая расплавленные минералы, обладает высокой электропроводностью, и ее присутствие можно зафиксировать с помощью чувствительных приборов, работающих по принципу металлодетектора. Используя магнитотеллурию, исследователи просканировали область Йеллоустоуна и обнаружили 4 крупных магматических резервуара. 3 из них показали схожие характеристики, однако 4-й резервуар, расположенный на северо-востоке, продемонстрировал значительно более сильные аномалии, что привлекло к нему особое внимание. Именно здесь, по мнению исследователей, в далеком будущем может начаться извержение, однако, к счастью, оно не ожидается в ближайшее время. По наиболее осторожным оценкам, подобное событие может произойти лишь через десятки тысяч или даже сотни тысяч лет, так что человечество может вздохнуть с облегчением. У магмы нет таймера, и вулкан не просыпается по сигналу будильника. Магма медленно просачивается через поры твердых горных пород, подобно воде, проходящей через губку с множеством мелких отверстий. Она заполняет эти поры, постепенно накапливаясь, и считается, что для начала активного извержения необходимо заполнение значительной части этого пространства. В настоящее время заполнено лишь около половины от теоретически необходимого объема, однако горячие породы продолжают нагревать магму, поддерживая ее в жидком состоянии и позволяя ей перемещаться между порами. Со временем магма может соединиться с другими резервуарами, образуя более крупный поток, который начнет подниматься к поверхности. Предотвратить подобный процесс практически невозможно. Теоретически, можно было бы попытаться охладить магматические породы, но они находятся на огромной глубине, обладают колоссальной температурой и объемом, а любая попытка вмешательства в такие процессы может привести к непредсказуемым последствиям. Все, что остается человечеству, это принять, что у природы есть собственные планы, и быть готовыми к возможным последствиям. В случае гипотетического извержения процесс начался бы с мощнейшего выброса энергии, разрушения земной коры над магматическим резервуаром и образования гигантской кальдеры. Ударная волна была бы настолько сильной, что оглушила бы все живое поблизости, а пепел и пористые камни выбрасывались бы на высоты, превышающие скорость звука, всего за несколько минут. Затем столб пепла начал бы расширяться, погружая огромные территории во тьму. Раскаленные частицы падали бы вниз, нагревая воздух и делая дыхание практически невозможным, а горячие фрагменты породы поджигали бы окружающую среду, формируя пирокластические потоки, уничтожающие все на своем пути. В течение первых суток пепел мог бы покрыть значительную часть Соединенных Штатов и Канады, вызывая отключение электроэнергии, загрязнение водоемов и гибель урожая.
Дожди превратили бы пепел в ядовитую серую грязь, содержащую тяжелые металлы, такие как ртуть, мышьяк и свинец, отравляющую почву, воду и воздух. Даже после окончания основной фазы извержения диоксид серы продолжал бы распространяться в атмосфере, образуя аэрозольную завесу, затрудняющую прохождение солнечных лучей и вызывающую глобальное похолодание на несколько градусов. Это привело бы к неурожаям, росту цен на продукты, экономическим кризисам и риску массового голода. Спустя годы температура начала бы постепенно восстанавливаться, однако на возвращение к привычным климатическим условиям потребовались бы десятилетия. Человечеству пришлось бы заново отстраивать города, восстанавливать сельское хозяйство и адаптироваться к новым условиям жизни. Тем не менее, даже в таком сценарии предполагается, что человечество смогло бы выжить, если бы сохранило способность к сотрудничеству, взаимной поддержке и адаптации. Поэтому, если подобная катастрофа возможна лишь в далеком будущем и не зависит от нашей воли, остается ценить каждый прожитый день, быть благодарными за настоящее и помогать друг другу, поскольку именно забота и солидарность способны стать ключом к выживанию даже в самые темные времена. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.